Всем привет! В прошлом подобном видео мне не хватило места втиснуть еще один прекрасный складной ломик, но я очень хотел это сделать, и поэтому сейчас хардкор в исполнении ножа Hinderer XM18. Что вам хочу сказать, довольно неожиданно. Флиппер довольно больно надавливает на мизинец. Металлические скрепки здесь. Ну, в принципе, ему все это пофиг. Как бы мне побатонить? Да, не каждый день увидишь такое издевательство над ножом, но это Hinderer. Это нож, который в принципе создан и для такой работы. Что бы там ни говорили, это танк, для него это расплюнуть. Все, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Пока, бай-бай. Ну а теперь немного о грустном. Вся мощнейшая конструкция этого ножа абсолютно не почувствовала никаких затруднений во время этого жесткого тестирования. Ни один винтик не разболтался, никакого люфта на осевом. Замочек заходит на самое начало, как и раньше. Но режущей кромочке было очень больно. Отчасти это случилось потому, что я ее перетачивал под более маленький угол, чтобы использовать этот нож для своих EDC задач.
Здесь угол в 20 градусов с каждой стороны. И весь этот старый диван, он был напичкан вот такими вот металлическими скрепками, которые держат вот эту вот ткань на древесине. И в тот момент, когда наша режущая кромочка соприкасалась с вот этими скрепками, можете видеть, что происходило. Да. На самом деле, это уже не первый тест на этом диване. И в прошлый раз, когда работал Strider и DPX Hest, эти скрепочки там были в том же количестве. И точно так же они по ним попадали. Но таких сколов там не было. Я думаю, это потому, что сталь CTS XHP, которая на нашем Hinderer, она калится до 64 единиц. Это очень твердая сталь. И поэтому мы получили вот такие мощные конкретные сколы. То есть это даже не замена, это просто сколы, кусочки отломались с режущей кромки. Ни DPX Hest с его D2, ни Strider с S30V, они не калятся до таких высот. Это более эластичные стали, скажем так. И повреждений таких там не было. Конечно, не спешите ругать меня. Мне самому очень жалко Hinderer. Но давайте трезво взглянем на вещи. Это ломик. Очень хотелось его потестировать. И просто учитесь на моем опыте. И я, и вы теперь, мы знаем поведение этой стали более, скажем так, глубоко, широко. Знаем ее ограничения. Конечно, это не целевое применение ножа. Но, как бы там ни было больно, это не катастрофа. Edge Pro уже заждался нашего Hinderer. Вылечит этого красавца, и я буду пользоваться им дальше. Ничего страшного не случилось. Это рабочий, отличный складной ломик. Все, на этой ноте скажу вам пока. Спасибо за просмотр. Бай-бай. Грех было не показать состояние пациента после лечения на Apex Edge Pro. Поэтому давайте посмотрим на режущую кромку после исправления тех повреждений, которые на ней были. Честно говоря, хочу признаться, что я даже не ожидал, что итог исправления этих сколов будет таким, ну, я вполне могу сказать, счастливым. Потому что, когда я пришел домой и стал реально вблизи рассматривать все эти сколы и прикидывать, как это все сейчас нужно будет перетачивать, вот тогда я по-настоящему осознал, что же я натворил. Да, это было тяжело, потому что я очень люблю этот нож. На самом деле, последние месяца 3-4 он является, ну, наверное, бессменным EDC в моем кармане. И мне было очень больно, что так получилось. Но Apex Edge Pro это просто нереально крутая точилка. В очередной раз доказала себя. И, возможно, некоторые думают, что я здесь сточил очень много металла на клинке. Ну вот, хочу вам показать рядом. Абсолютно новый Hinderer. Я не знаю, как это можно показать. Вот абсолютно новый клинок справа. И слева это мой нож, которым я пользуюсь, который я перетачивал. Ну, я не знаю, разница там или потеря какая-то металла очень маленькая. В длину клинок потерял, может быть, полмиллиметра. В общем, состояние очень и очень хорошее. И, ну, я уверен, что многие из вас
считает меня дураком. Но я и сам себя считаю дураком за то, что сделал такой поступок. Но с другой стороны, я считаю, что это тестирование было проведено больше вот в порыве именно не как бы моего рационального мышления, а вот сердцем я чувствовал, что нужно показать Hinderer в работе, да. Кто бы мне и вам показал еще вот такую хардкорную работу, такие жесткие тесты ножа, который стоит $1000. Да никто. И никогда бы мы этого не увидели. Согласитесь, насколько это не было больно, настолько же это было жутко интересно. Кроме того, во время переточки этого ножа я получил еще дополнительный опыт со сталью Carpenter XHP. Она проявила себя немножко в другом качестве, чем то представление, которое у меня о ней было до этого. Это все очень интересный опыт. И, ну, не знаю, после вот этой вот работы у меня заняло это 25 минут на Apex Edge Pro, плюс еще 10 минут на пасте. Так вот, после этой работы с этой сталькой, с этим клиночком, я, наверное, могу сделать целое отдельное видео по карпентеровской XHP. Очень интересная и своеобразная сталь. Сейчас клиночек заточен под 21 градус с каждой стороны, может быть чуть больше, по 22. И кроме этого хочу сказать вот сейчас немножко в защиту Hinderer, потому что как бы в конце этого теста получилось так, что вот Strider и DPX Hest как бы уделали Hinderer и порвали его. На самом деле Hinderer, несмотря на то, что он ломик, он складной ломик, но он намного более резучий, чем Strider и DPX Hest. Этот ломик вполне может использоваться как EDC нож. Он очень резучий, с прекрасным, не таким толстенным сведением, как на страйдерах и на DPX, которые имеют где-то сведение в миллиметр. То есть там рез это совершенно не приоритет. С Hinderer'ом рез это совсем, то есть не что-то невероятное. Этот ломик, который реально режет. В общем, прекрасно проявил себя нож. Выдержал, ну, просто такое какое-то изнасилование, я бы сказал. Ну, все закончилось хорошо. И впредь я не буду, конечно, делать больше таких ошибок. Мне кажется, почему-то в этом районе было очень много этих металлических скрепок, и он влетал в них, ну, со всей мощью. И, ну, это было, конечно, глупым решением. Но опять же, кто бы нам еще такое продемонстрировал. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.